Друзья, приветствую вас на канале Legacy Driver, с вами как всегда я Стас, и в этой серии мы будем разговаривать о маслоуловителе, ну или в простонародье маслопомойка. Так, для чего же нужна такая доработка, как маслоуловитель? Расскажу вам небольшую предысторию. После того, как я отъездил 2 жестких трек-дня, после этих 3 дней я решил разобрать немножко мой впуск, посмотреть состояние дроссельной заслонки, нужно ли ее почистить или нет. И то, что я увидел такую картину, которую вы сейчас увидите на фотографиях. Во всем впуске, включая дроссельную заслонку, включая кулер воздуха, то есть интеркулер, на всем впуске был масляный налет. Откуда же берутся эти масляные отходы во впуске? Давайте разберемся. Масляные отходы во впуске появляются из-за картерных газов. Что такое картерные газы и откуда они появляются? Если вкратце, то получается так, что у нас в двигателе есть цилиндры, в которых ходят поршни. В эти цилиндры, то есть в камеру сгорания, попадает воздух, попадает бензин, все это поджигается, поршень это сжимает, сдавливает, и у нас получаются газы. На поршнях обычно есть компрессионные кольца, которые не должны давать вот этим вот газам прорываться внутрь картера. Но даже на новых моторах с новыми компрессионными кольцами на поршнях все равно небольшой процент вот этого вот газообразования смеси все равно немножко попадает в картер. Чем старее и чем более изношенные будут ваши компрессионные кольца на поршнях, тем больше газа будет прорываться в картер двигателя, где находится масло. Точно так же, чем выше вы будете крутить обороты своего двигателя, тем больше будет количество газов, которые будут прорываться в картер двигателя. И чем больше газов прорываются в картер, тем больше растет давление в самом картере. И получается, что вот это вот давление газов вместе с вот этой масляной пленкой, с этими масляными отходами поднимается наверх в клапанные крышки. Также в клапанных крышках начинает расти давление, и если его никуда не убирать, то прокладки клапанных крышек точно так же может продавить, продуть, и ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому давным-давно была придумана такая простая система, как вентиляция картерных газов. Это довольно-таки простая система, которая состоит из клапана, ну или отверстия на клапанной крышке, через которое все вот это вот давление вместе с этой загрязненной масляной пленкой выходит наружу. Понятное дело, что такую загрязненную масляную пленку в атмосферу выпускать нельзя, поэтому производитель обычно с помощью шланга возвращает вот эту вот всю масляную пленку во впуск, потому что во впуске идет пониженное давление. И таким образом вся вот эта вот масляная загрязненная пленка попадает обратно во впуск и догорает уже в цилиндрах. То есть получается вот такой вот закрытый круг, ничего как бы страшного, но на загруженных двигателях, на спортивных двигателях, которые эксплуатируются на треке при больших нагрузках, получается, что вот эта вот масляная загрязненная пленка загрязняет ваш впуск, включая ваш интеркулер, если у вас мотор с наддувом, и получается, что охлаждать воздух он будет немножко хуже. Загрязняет также эта масляная пленка вашу дроссельную заслонку, и понятное дело, что она также попадает в цилиндры, смешивается со смесью и каким-то образом, по идее, даже влияет на мощностные показатели вашего ДВС. Для того, чтобы решить эту проблему, и был придуман маслоуловитель, ну или маслопомойка в простонародье. Итак, друзья, перейдем к моему двигателю. Если вдруг кто впервые на моем канале, здесь у нас 6-цилиндровый оппозитник от Subaru EZ30 с установленным наддувом. Поскольку мотор у нас оппозитный, клапанные крышки у нас находятся по бокам с двух сторон. И вот как раз таки отверстие, вернее клапан системы вентиляции картерных газов, системы вентиляции картера. То есть по заводу отсюда шел такой вот шланг, который шел во впуск. Здесь я ошибся и рассказал нынешний принцип действия системы вентиляции картерных газов, то есть после установки системы наддува. По заводу на двигателе EZ30 на клапанной крышке со стороны водителя, если мы говорим о леворульной машине, находятся 2 шланга. Ближний шланг к водителю – это шланг системы вентиляции картера. Он выходит из клапанной крышки и подсоединяется ко впускному коллектору. Второй шланг, который находится дальше от водителя, это шланг отвода картерных газов, и по заводу он подключается ко впускному ресиверу. После установки наддува этот второй шланг у меня выведен к коробу воздушного фильтра перед нагнетателем. Есть примеры, когда устанавливают двойные маслопомойки, которые подключают и к системе вентиляции картерных газов, и к системе отвода картерных газов. Есть также маслоотделители, которые умеют возвращать выброшенное масло обратно в картер. Все зависит от того, как устроен ваш двигатель. И прежде чем врезать что-то куда-то, советую разобраться, как работают эти системы в вашем двигателе. Сейчас впуск у меня холодный, установлен внизу. И, значит, вот этот вот шланг как раз таки шел к фильтру.
И вся вот эта вот масляная пленка, загрязненная с этими газами, уходила именно туда во впуск. Ну и получается, как раз таки вот в этот вот шланг врезается маслоуловитель. Маслоуловитель есть разных типов, есть самые простые, которые, ну, просто бочка, кстати, вот что-то похожее у меня стоит здесь. По большому счету это бочка маслоуловителя, но она у меня служит как расширительный бачок системы охлаждения суперчарджера. Вот, такие маслоуловители не очень эффективные, потому что, ну да, в них осаживается часть масляной пленки вот этой вот, но он не фильтрует воздух и вот эти вот газы как надо, все равно часть вот этих вот засорений масляных попадает во впуск. Ну что ж, в общем, я прикупил вот такую вот довольно-таки крутую маслопомойку от австралийской фирмы Rayco. Во-первых, она меня подкупила тем, что она выглядит как заводская запчасть, а не какая-то там сваренная левая тюнячка. Во-вторых, у нее есть действительно система фильтрации, то есть у нее есть фильтр, который нужно менять каждые 40 тысяч километров. Ну и плюс действительно очень продуманная маслопомойка, то есть если вдруг ее вот этот вот цилиндр уже переполнился отходами масла, у нее здесь есть даже клапаны, которые выпускают вот это вот масло уже в атмосферу, ну что как бы нехорошо, но зато не переполняет и не повышает давление в самой маслопомойке. В общем, вот такая вот понтовая маслопомойка. Сейчас я вставлю об этой маслопомойке подробную такую вставочку, видео-вставочку, в которой я и расскажу о ней поподробнее. Итак, ребята, мы имеем здесь систему фильтрации картерных газов от австралийской фирмы Rayco. Комплект RCC 351K. Данный комплект рассчитан на двигателя мощностью до 500 лошадиных сил. В комплекте идут различного диаметра фитинги, маслоуловитель с фильтрующим элементом, клапан быстрого слива масляных отходов, пластиковые стяжки, кронштейн крепления, шланг быстрого слива масла, металлические хомуты и болты крепления. Процесс установки вот этой вот маслопомойки я не снимал, потому что все максимально просто. Главное найти место для вот этого маслоуловителя. Обычно все ставят его на тот стакан, но на том стакане у меня уже есть и бачок омывателя дворников, вернее лобового стекла, и расширительный бачок для системы охлаждения суперчарджера. Поэтому единственное место, куда я нашел вставить вот этот вот маслоуловитель, это вот сюда. Как вы видите, установка максимально простая. Здесь такой небольшой кронштейн, на который я это дело закрепил. И вот давайте посмотрим. Вот у нас идет вот этот вот шланг системы вентиляции картерных газов. Он идет сюда вниз к маслопомойке. Здесь у нас находится фильтр, который вы могли видеть во вставке, видеовставке. То есть здесь у нас находится фильтр, который фильтрует, и уже отфильтрованный воздух попадает сюда обратно и идет по шлангу туда вниз во впуск. Так, давайте, значит, разберем вот эту вот маслопомоечку. Я уже отъездил 2-3 дня вместе с этим маслоуловителем. Давайте посмотрим, каково состояние фильтра внутри и собралось ли там какое-то количество масла. Значит, смотрим, вот я снимаю верхний патрубок, который уже идет профильтрованный воздух. Давайте посмотрим. Видим, да, что там все сухо, все чисто. Вот я засовываю пальчик. Все чисто, все нормально. И сейчас я сниму нижний патрубок, который идет прямиком из системы вентиляции картерных газов. Давайте посмотрим. Уже сразу отсюда видно масляные налеты. Вот, смотрите, вот я просто засунул палец. Это вот все. Это масляные отходы, которые идут обратно во впуск, загрязняя вам ваш впуск, ваш интеркулер, вашу дроссельную заслонку и так далее. То есть видно, да? Видна была разница. Вот сама наша маслопомоечка. Здесь все чисто, а вот здесь у нас
можно увидеть много масляного налета. Внутри, не знаю, если будет на камере видно, там весь фильтр, который был новенький, беленький, на нем видно такой загрязненный налет. Вот, показывай. Ох. Вот это. Надо будет потом салфетки сюда принести и все тут зачистить. Вот это вот. Тут сколько? Бутылочка у нас на пол-литра, да, получается? Да, 500 миллилитровый. То есть и добавить еще вот это у нас тут было бы где-то примерно миллилитров 200 с плюсом. И вот это вот все попадает вам обратно во впуск, загрязняя, как я уже говорил до этого, во-первых, весь ваш впуск будет вот этой вот масляной пленки, интеркулер, дроссельная заслонка. Ну, в общем, ничего полезного, ничего хорошего в этом нет. Так что вот именно для таких вот вещей и создана была маслопомойка. И это у нас получается после 2-3 дней, ну и нескольких тысяч километров. Вот так вот. Так. Вот сам фильтрующий элемент. Вот посмотрите, это вот так вот выглядит фильтр, который был полностью белый. Это, считайте, я не помню, сколько тысяч километров я проехал, но это по большому счету после 2-3 дней. Вот так выглядит фильтр. Цилиндр. Вон там еще есть немножко остатки масла. Вот тут, как вы можете увидеть, вот этот вот клапан. Так, вот этот вот клапан, это он сбрасывает уже в атмосферу, если здесь все переполнилось. Ничего хорошего в этом нету, но зато как бы все будет функционировать. Все, ребят, вернул я маслопомойку на ее место, чтобы она продолжала делать добрые дела, которые выглядят у нас вот так вот, да, чтобы вот это вот все не попадало обратно туда во впуск, сюда в интеркулер и обратно вот сюда в цилиндры. Ну что, друзья, вот такое вот видео про маслоуловитель, ну или маслопомойку. Я надеюсь, что кому-то это видео помогло выучить что-то новое, кому-то подкрепило его знания, ну и кому-то было просто-напросто интересно смотреть. А на сегодня у меня все. С вами был, как всегда, Стас и канал Legacy Driver. Подписывайтесь на канал, кто до сих пор не подписался, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Я желаю вам, как всегда, удачи и добра. Увидимся в следующем видео. Пока!